15 декабря эстонский парламент утвердил постановление, согласно которому эстонский язык является официальным языком обучения во всех государственных детских садах и школах по всей стране. В 2024-2025 учебном году русскоязычные школы перейдут на обучение на эстонском языке. Закон для школ и детских садов в стране, где до недавнего времени основным языком обучения был русский. Это от того, что в Эстонии проживает большое этническое русское меньшинство, которое составляет около 24% населения страны. Согласно плану, учителя в классах, в которых обучение ведется на эстонском языке, должны владеть эстонским языком на уровне C1. I think it's complicated because you can't learn a language in a day, especially if there aren't many people you can speak it with. So I think it's gonna take time, but yeah, we should try, definitely. Это Эстония, надо знать язык, а язык как учить надо с малолетства. Да, эстонский язык, конечно, важен. Он очень важен для страны и для нынешнего политического климата. Без знания эстонского языка здесь никакой надежды. Ты, по сути, застрял на Востоке. Все наши семьи говорят по-русски, а по-эстонски здесь никто не говорит. А те, кто уезжают на Запад. Все мои друзья уезжают после выпуска, оставляя Нарву в поисках лучшего будущего. Печально, но что поделаешь. Я считаю, что это правильно, это должно было быть уже давным-давно, так как я уже закончила школу, Я закончила школу в 2011 году, это была гимназия, и мне не хватало, если честно, практики на эстонском языке, и, возможно, если бы я больше получала практики в школе, то у меня не было бы дальнейших проблем с языком, поэтому сейчас я здесь не живу в Эстонии, я просто приехала сюда увидеть своих родителей. Вот, я сейчас живу в другой стране, но я считаю, что все правильно, что эстонский язык будет в школах, эстонский язык обучения. Это очень важно для наших подростков и для нашего города, потому что у нас очень много русскоязычных, но мало эстонского, поэтому это здорово, это нужно.
когда я говорю по-эстонски, у меня получена высшая категория C1. Я изучала эстонский язык в школе с 1 класса. В старших классах у меня была программа 60% на эстонском языке, 40% предметов на русском языке. И я в университете поступила на учителя эстонского языка в многоязычной школе. И вторая моя специальность — это учитель русского языка как иностранного. Поэтому я продолжила изучать эстонский язык в университете. Я думаю, что люди, которые живут в Эстонии, они должны знать и должны говорить на эстонском языке. Но, возможно, да, эта программа очень быстро. Дети и учителя не готовы к тому, что за 1-2 года программа полностью меняется. И, конечно, и учителя, и дети, и родители все боятся, как это будет, что это будет, смогут ли дети действительно хорошо говорить по-эстонски, да, и по-русски, конечно же, да, потому что часы русского языка, их будет 2 в неделю, это очень мало. Возможно, учителя, которые работают в школах больше, чем 10 лет, они еще, да, изучают, не у всех есть категория C1, но люди, которые младше, чем 30 лет, большинство из них получили категорию C1, если это учителя молодые, потому что они не могли окончить свое обучение в университете без категории C1. В целом мне нравится эта идея, когда школьники учатся на государственном языке. Это правильно, так делают в разных странах мира. Да, например, в Англии все учатся на английском языке, да, в Германии на немецком языке, во Франции на французском языке. Вот. То есть это хорошая идея, вот, но что касается перехода на эстонский язык обучения, мне кажется, эту идею хотят реализовать очень быстро. Вот. И, конечно, сейчас не все школы и не все учителя готовы к такому быстрому переходу на эстонский язык обучения, потому что нужны специальные учебники, нужна профессиональная подготовка учителей для того, чтобы они могли преподавать на эстонском языке. Это, конечно, проблема. Вот. Но в целом эта идея хорошая, вот, но требует правильного подхода, да, и такой планомерной работы, чтобы ее реализовать, эту идею. Да, я не могу сказать, что у учителей какое-то одно мнение. Конечно, все относятся к этому по-разному. Вот. Но в целом говорят, да, такой переход нужен, вот, но это зависит от того еще, о каком регионе Эстонии мы говорим, потому что в разных регионах по-разному относятся к этой программе перехода на эстонский язык обучения. Особенно Ида-Вирум — это тот регион, где мы живем, то есть Нарва к этому региону относится. Здесь немного другая ситуация, поскольку это русскоязычный регион, и, конечно, обучение русскоязычных детей на эстонском языке русскоязычными учителями — это такая непростая ситуация.